Всем привет, с вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный творческий мир. В этом выпуске вы узнаете, как своими руками можно смастерить 3 бюджетных новогодних подарка. Напомню, что ссылки на распечатки, а также подробный список материалов вы найдете в описании под видео. Из двухслойного гофрокартона вырезаю 2 одинаковые детали размером 20 на 25 сантиметров. Так как основа у меня темного цвета, то ее перед приклеиванием распечатки необходимо покрыть грунтом. В качестве грунта я применяю белую акриловую краску. Это делается для того, чтобы цвета оставались яркими, а цветная основа не просвечивалась сквозь рисунок. Если у вас светлый картон, то этот этап пропускайте. В данном случае я использую распечатку, сделанную на струйном принтере. У меня на канале есть отдельное видео по работе с такими распечатками. Ссылку на него вы найдете в описании, а также подсказка появится на экране. Далее в работе использую самодельные крючки. Как сделать такие крючки, у меня есть отдельный мастер-класс, ссылку на него вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Оклеиваю основу бумажными салфетками, использую разбавленный наполовину водой клей ПВА.
После высыхания окрашиваю основу черной акриловой краской. Если картинка у вас еще не покрыта акриловым лаком, то обязательно до окрашивания защитите ее акриловым лаком, чтобы затем легко можно было убирать любые помарки. Далее использую акриловые краски с металлическим эффектом: бронзу, светлое золото, серебро и белый перламутр. Покрываю работу акриловым лаком. Размеры моей работы 25 на 12 сантиметров, но они напрямую зависели от размеров имеющейся у меня в наличии рамы. Вы можете делать работу другого размера, а изображение тигра увеличить или уменьшить на экране монитора и, приложив лист бумаги, аккуратно его обвести. Для основы я использовала тонкий плотный картон, гофрокартон, а также тканевые обои с интересной мелкой текстурой. Вместо них можно использовать тонкую хлопковую ткань или рисовать сразу на картоне.
После высыхания краски наношу металлики, используя бронзу, светлое золото и белый перламутр. При необходимости исправляю помарки. Тигра в некоторых местах можно слегка оттенить белым перламутром. Покрываю работу акриловым лаком. Я использую обычный универсальный строительный полуглянцевый акриловый лак. Работа получилась хоть и простая, но довольно интересная. Изображение тигра можно выбрать любое другое на ваше усмотрение. Окрашиваю основу в базовый синий цвет. Далее с промежуточным высыханием наношу темно-голубой, светло-голубой, голубой перламутр, немного белой краски, а также белый перламутр. Покрываю работу акриловым лаком. Для дополнительного мерцания на раму панно в нескольких местах я нанесла акриловый лак и сверху посыпала серебряным глиттером. Также серебряным глиттером я украсила шишку и фруктовые косточки.
Вот такие работы на этот раз у меня получились. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Как всегда, всем моим подписчикам огромный привет. Спасибо всем вам за ваши приятные, теплые комментарии, за невероятно чувственные пожелания. Я очень радуюсь, что работы у вас получаются. Меня это очень вдохновляет, и мне хочется мастерить для вас что-то новое и интересное. Ну а гости канала, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления о новых мастер-классах. Всех моих зрителей поздравляю с наступающими зимними, волшебными, новогодними и рождественскими праздниками. Пусть каждый новый день приносит в вашу жизнь самое светлое, доброе, радостное и невероятно чудесное. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Искренне желаю всем вам огромный поток творческого вдохновения, чудесного новогоднего настроения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!